Пока не упал духом, любые другие падения по плечу. Вы слышите цитату, а это значит, что на связи генерал Алекс. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Yota Nation Arena. На нижней позиции начинает Big Size, супер оружие США. Сверху начинает Бойко, танковая армия Китая. Перед началом просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, в прошлом видео я рассказывал о том, что компания Yota Nation Arena выделила денежный приз на одноименный турнир. Для этого было создано несколько новых карт, и данная карта из их числа. 6 лучших бойцов участвуют в данном турнире, и Бойко и Size не исключение, как раз они есть в этом списке. Ну что, друзья, поехали. Карта Yota Nation, знаете, достаточно интересная карта, на мой взгляд, и вполне возможно, что когда-нибудь она попадет в список ранковских карт. Хотя, допустим, есть такая карта, как Canyon of the Dead, и перед началом мировой серии 2022 года, допустим, сделали такую карту, как Canyon Frost. То есть, по сути, это тот же самый Canyon of the Dead, но зимний вариант. Я до конца был уверен, что эта карта попадет в список ранковских, но, к сожалению, так она туда и не попала. Вполне возможно, что карту Yota Nation Arena, кстати, это уже третья версия данной карты, и, возможно, ее ждет та же самая участь, но карта действительно достаточно интересная, она очень богатая на ресурсы, богатая на нефтяные вышки, есть также НПЗ у каждого из бойцов. Ну вот, допустим, танкисту очень бы пригодилась бы в данном бою нефтепереработка. Ну, в принципе, и Юс, я думаю, может не пренебрегать данной, как бы, вещью, да, как бы, скидочка на юниты, я думаю, что всем нужна. Поехали от Бойки Гатлы, начинают работать здесь по рейнджерам, будут пытаться не давать Сайзу захватить вышки, но Сайз успевает вышку себе забрать, есть Хаммер, пытается как-то гатлинги сейчас отгонять от своей базы. В центре есть Эми Патриот, но труповоз, из труповоза выходит красногвардейцы, будут пытаться Патриот сейчас уничтожать. Бежит рейнджер, будет вышку пробовать захватывать, гатлинги также на левом фланге здесь, скажем так, у Сайза господствуют, катаются, один, правда, из них уже каленый, но есть и Хаммер, есть медичка, я думаю, что Сайз должен, в принципе, справляться. Будет пытаться Бойко сейчас Сайзу экономику срезать, один гатлинг точно будет потерян, второй, скорее всего, то же самое. Да, все верно, утилизируется сейчас данный юнит. Ставится фаербейс и есть ракетчики. Ракетчики, я думаю, что будут садиться в Хаммеры. Красногвардейцы справились с Эми Патриотом, идут вперед. Но есть два Хаммера, есть медичка. В принципе, должны перестреливать сейчас эту пехоту. Плюс помогает арт-платформа. Да, все верно, так, в принципе, и получается. Касаемо вышек. Значит, Сайз одну вышку себе взял справа. Есть вышка слева. В центре пока еще никто вышки не занимает. Но Бойко поставил здесь свой ресурсный центр. Поставил военный завод. А заводов у него как раз таки уже два. Ну вот нефтепереработку было бы желательно бы, конечно, бы ему взять, да и не только ему, Сайзу в том числе. Еще один гатлинг попытался зайти сейчас к саплаю, но подойти близко в принципе получилось, но уничтожить хотя бы один чинук не удалось. Есть Хаммеры, этот момент контролируют. Чинуки на месте, чинуки добывают. Сайз решил поставить казарму слева. Есть два гатлинга, они сейчас контролируют выход юнитов. Рейнджеров вывести, естественно, не удастся. Захватить вышку то же самое не получится. Эми Патриот, конечно же, здесь стоит на защите, но он как-то за казармой, и не совсем понятно. Возможно, Эми Патриот поставил Сайз раньше, а потом уже казарму. Из-за сложности ландшафта, видимо, пришлось ставить казарму именно в этом месте. Поэтому Патриот, он как бы здесь есть, но особой помощи здесь от него пока что нет. Уничтожил, правда, одного красногвардейца. Хаммеры идут вперед. Ставят при этом Бойко бункер, есть казарма, но построить не удастся это явно. 3 Хаммера, причем Хаммеры, как я понял, почти полные здесь, да, тут буквально 1-2 ракетчика в каждом не хватает. Уничтожается и казарма, уничтожается бункер, и тут гатлы будут пытаться как-то Хаммерам противостоять, но просто по одному сейчас, как орешки, щелкает Сайз. Удается пройти к пропаганде, причем Бойко успел ее заминировать, кстати говоря. Сейчас бы как бы на мины не попасться, но есть разведдроны у Сайза, поэтому, в принципе, не должно быть каких-то проблем. Уничтожаются дальше гатлинги и ресурсный центр. Все, левый фланг полностью Бойко сейчас
потерял. Подъехал пост, отменил захват вышки. Сайс захватывает вышки слева. Вот эту вышку, скорее всего, захватит. И захватывает, кстати говоря, себе ремонтную мастерскую. Нет, слушайте, и здесь вышку захватить не удалось. Но реммастерская все-таки будет, я думаю, что за Сайзом. Бойко тем временем работает в центре по части вышек. Захватывает их. Есть красногвардеец, который в будущем будет захватывать нефтепереработку. По-прежнему 2 военных завода ставится командный центр. Ну а Сайз ставит еще один Эми Патриот. Я так понимаю, что вот эту часть карты он хочет полностью себе отобрать сейчас, забрать. Этот квадрат будет под контролем СВГ. Пытается Бойко нащупать здесь какую-то дорогу, скажем так, к наступлению. Есть, кстати, черный лотос бегает, но я как понял, что все-таки Бойко захватывает через красногвардейца. А лотос уже вышла позднее. Как бы она и вроде бы и нужна, да? Смотрите, вот она захватывает вышку. В принципе, красногвардейцы будут дольше бежать. Через лотос захват быстрее намного происходит. Пытается Сайз себе вышку в центре перехватить, но есть гатлинги, есть ИЦМ танки. Этому, в принципе, мешают. Еще 2 гатла подъехали. Кстати, здесь был ресурсный центр, который был отменен. Да и ресурсы здесь, в принципе, кончились. Я думаю, что Бойко даже, наверное, его и продал, нежели его Сайз отменил. Ведь Сайз катался хаммерами только на левом фланге у Бойки. Ну и Бойко тем временем начинает наступление, но здесь есть хаммеры, есть фаербейс, наступать будет достаточно тяжело. Тем временем подъехал гатлинг на левый фланг, но есть патриот, есть пехота, поэтому подойти сюда не удастся, я так полагаю. Плюс есть домик, и домик, давайте посмотрим, сколько здесь. Здесь достаточно много, слушайте, ракетчиков, да. Хороший дом, подойти будет тяжеловато. Хаммеры тем временем пошли в атаку. Уничтожая здесь дом, в доме сидел пехотинец от Бойки, а Бойко тем временем пытается наступать на базу к Бигсайзу, а у Бигсайза база-то голая, уничтожается фаербейс и все 4 здания без какого-либо прикрытия, а Сайз тем временем разворачивает оборону и ставит стратегический центр на левом фланге. У него есть в активе 4 вышки на данный момент, в принципе нормальная экономика, если supply сейчас блокнут, то есть 4 вышки, которые в принципе Сайзу помогут как-то восстановить. Ну и все, блокирован ресурсный центр. Сайз тем временем, посмотрите, что делает. А Сайз занимается тем, что вновь прорывает левый фланг. Был уничтожен дозер supply, перехватывается еще одна вышка. Бойко также наступает на левый фланг, скажем так, на, скорее даже, я бы сказал, на центральную часть карты слева. Наверное, так будет как-то правильнее. Тем временем хаммеры отступили от базы Бойки и просто загоняет себя Сайз сейчас, наверное, в ловушку. Теряет 2 хаммера, 3 вроде бы как даже и выживают, да. Удается уйти, труповоз замораживается с помощью патриота, ну и потихоньку красногвардейца все-таки Сайз сейчас уничтожает. Бойко тем временем и снизу наступает, но тут есть патриоты, и патриот этот момент блокирует. Ранее был отключен свет, электроэнергия была у Сайза потеряна на какое-то время. Видимо, Бойко хотел как-то наступать в этот момент, но Сайз выучил грейд на электростанцию. Патриоты вновь включились, вновь начали работать, и пройти не удалось. Тем временем 2 гатлинга уничтожают военный завод. Бить, правда, они его будут достаточно долго. Сайз распродается. 1 гатлинг стоял на дежурстве, не давал сапплая добывать. Но все-таки военный завод, я так понимаю, будет уничтожаться. Здесь был дозер. Дозер замораживается с помощью ЕЦМ танков. И дозер, до свидания, распродается военник. Все-таки военник Сайз-то распродал, не отдал его на растерзание. И перехват вышки. Бойко вышку себе назад возвращает. Есть у него еще одна вышка в центре. Есть вышка рядом с мейном. И есть вышка справа. В сумме 4, как я понимаю, да? Да, или 3. Нет, 4, все правильно. И 3 хаммера вновь идут вперед. Залетела одиночная А10, уничтожила пропаганду. Минус дозер. Пехота также будет уничтожаться. Миг, до свидания. Я думаю, что будет сейчас потерян Бойко филд. Сайз, я думаю, что его уничтожат. Да, все верно, хаммеры достаточно сильные, хаммеры набирают лычки. Но вот этот хаммер, возможно, сейчас все-таки Сайз-то потеряет. Высаживается заранее. Лазерлоки на гатлинге. Гатлинг 1 сливается. Оставшиеся живы, пехота была потеряна, хаммер минус 2 уходит. Начата стратегия найти и ликвидировать, значит появляется стратегический центр. Отстроился Сайз слева, поставил ресурсный и добывает с дока. Плюс есть вышки. Хаммеры продолжают кататься, но тяжеловато. Мне кажется, может было бы не лишним высадиться, но не стал Сайз этого делать. Дом ракетчиков не садил, там есть один, он как-то помогает. И хаммеры идут дальше, бьются полтраки здесь, слушайте. НПС, кстати, Бойко себе все-таки захватил. Пробил несколько саполтаков Сайз, идет дальше, там на пути вышка.
на пути Филд военный завод, залетает Спектр Ганшип. Пробивает Эйрфилд. Хаммеры бьют вышку сейчас, слушайте. Может быть, стоит перенавестись, пробить военник? Да, слушайте. Перенаводится Сайз. И уничтожается и дозер, и ЦМ-танк, Филд, военный завод. Хорошо, очень хорошо Сайз зашел. У бойки есть юниты, есть и пехота, есть танки. Нужно что-то предпринимать. Еще армия танков. 3 Гатлинга, 2 ЦМ-танка сейчас идут на базу, наверное, такую мини-базу Сайза, наверное, я бы так бы сказал. Вылетает Альфа Аврора, и сразу же она уничтожается благодаря Гатлингам. Нужно срочно проходить вглубь базы и резать чинуки, обрезать Сайзу экономику. Есть хаммеры, есть дом, который помогает. 1 Гатлинг, 2 Гатлинга были отменены. Остается 2 ИЦМ танка. Остается Гатлинг. Замораживается дозер, кстати говоря. И вновь сапплая добывать не получается. Вот где отстроился бойка, кстати говоря. Поставил ресурсные, отмена в итоге и дозера, и ресурсного центра. Есть 2 хаммера, те самые 2 героических хаммера, которые уже несколько минут сейчас у Сайза как бы работают и в обороне, и в нападении. И вновь попытка атаки от бойки. Он прокинул, кстати говоря, здесь мины. Снова у Сайза включается свет. Вновь есть электростанции, я так понимаю, несколько штук. Да, плюс Грейд выучил. И, соответственно, Эми Патриоты вновь начинают свою работу. Блокировка Филда. Еще одна Альфа Аврора не смогла вылететь, сразу же была потеряна. И Филд, я так понимаю, сейчас будет уничтожен благодаря Гатлингам. Работают ракетчики, пытаются Гатлинги как-то утилизировать. Работают хаммеры справа, Гатлинги уничтожают, ракетчик пробивает вышку. Тем временем сбрасывается Батлмастер. Нет, я так понимаю, у бойки пропаганды. Ставятся 2 филда, и, соответственно, нету апгрейда на скорострельность. Но есть Патриот, который, в принципе, Батлмастер-то замораживает. И нужно работать по пехоте, гатлинги свои не сливать. Сейчас оба бойца, мне кажется, если смотреть на мини-карту, не совсем в хороших таких территориальных, скажем так, наверное, не в хорошем территориальном положении, наверное, я так сказал. У обоих базы такие маленькие, скудноватые, но вышки. Вот на этой карте, как ни крути, решают вышки. Пробивается электростанция, но свет по-прежнему есть у Сайза. Здесь Лотос, слушайте, пытается перехватить командный центр, но есть хаммеры, залетает Миг даже, слушайте. Ну и минус Лотос, и минус Миг. Здесь работает Патриот. Еще 4 Гатлинга заходят. И нужно бить, я так понимаю, Сердж. Так, это дрон висит. Дозер приехал, можно сапплай ставить здесь, занимать, да, этот ресурсный док. Слушайте, так вышку сейчас ракетчик добьет. Полетела топливная бомба, у Сайза есть 5-й ранг. Вот это уже здорово, конечно же, сейчас для СВГшника. И двойная А10 в пачку. Прекрасно, слушайте, почти всю пачку убил. Топливная бомба. Ну, вообще, просто сказка. Повышение изумительные. Минус Филд, минус электростанция, минус военный завод. Двойной А10 уничтожил почти всю пачку. Залетает Спектр Ганшип, закрывает 2-й Филд. А вышка, кстати говоря, осталась живая. Ракетчика все-таки похоже, что через миг отменили. И закрывается еще один Филд, но Сердж все-таки с помощью гатлингов уничтожается. Бойко справился, но юнитов достаточно мало. Экономики также маловато уже сейчас. А Сайз продолжает жить на 4, слушайте, вышках. Он отстроил себе ресурсный центр у себя на мейне, так и не захватил нефтепереработку. Есть у него казарма, есть те самые 2 хаммера с лычками, которые практически всю игру, в принципе, здесь сделали. Распродается ресурсный центр. Я думаю, что при такой экономике скоро даст просто Сайз военные заводы, и бойке будет еще тяжелее, наверное, сейчас противостоять. Не получилось у него Сайза все-таки дожать. Уничтожается электростанция, на пути ресурсный центр. И, как я понимаю, что вот это вот все, что сейчас у бойки остается, и бойка терпит поражение. Мы победили. Хороший бой. Классная карта, турнир достаточно интересный, нужно продолжать за ним следить. Я думаю, что мы увидим там еще более насыщенные и интересные поединки. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.